Здравствуйте, меня зовут Шповал Анастасия Андреевна, я ветеринарный врач-онколог ветеринарного центра «В добрые руки». Сегодня мы обсудим тему шишки у животных. Это достаточно частая проблема, с которой обращаются к нам в отделение владельцы. Из так называемых шишек у животных есть условное разделение на опухолеподобные образования, так называемые различные неинфекционные кошачьи гранулемы, различные микозы, истинно-опухолевые образования кожи, подкожно-жировой клетчатки и различные опухоли других анатомических локализаций, да, которые просто визуализируются владельцами поверхностно, например, опухоли молочных желез, да, или увеличение и изменение лимфатической системы. Что же такое опухоль, да, или по-другому называется новообразование или неоплазия? Это неконтролируемое деление клеток с изменением генетической информации клетки, да, неконтролируемый рост и разрушение, возможно, окружающих структур. Условно они делятся на доброкачественные и злокачественные, но данное деление расплывчатое, да, потому что бывают истинно доброкачественные опухоли, вплоть до высокозлокачественных новообразований. Опухоли кожи статистически у собак занимают 1/3 от всех новообразований. Из них к злокачественным относятся до 30%. У кошек опухоли кожи стоят на 2-м месте, но, к сожалению, случаи злокачественности гораздо выше, до 65%. Что бы хотелось сказать по поводу того, что вы можете увидеть дома, да, это какие-то покраснения, резкие увеличивающиеся объемы, беспокойство животного, зуд, кровотечение, трещины в этой области. Чего не стоит делать в домашних условиях, это не давить эти объемы, не мазать, не проводить никакие ритуалы, не обматывать там ниточками небольшие объемы. Дома можно сделать, да, это замерить объемы, например, линейкой, да, чтобы подробнее рассказать доктору, какой объем поражения был изначально, потому что некоторые объемы даже там за 1-2 дня резко увеличиваются. Можно состричь шерсть, если объем находится в неудобном месте, да, и есть возможность его, например, потерять. Можно сфотографировать, снять видео поражения начального, да, чтобы показать врачу. Если возможно, можно обвести по видимым границе объема, да, каким-то перманентным маркером, чтобы опять-таки отследить рост и динамику объема. Важно собрать с собой какие-то документы, историю заболеваний до этого, были ли какие-то операции, какие результаты этой операции. Потому что когда владельцы обращаются на прием, да, все забывается, мы долго это все вспоминаем и тратим драгоценное время. Чем мы занимаемся на первичном приеме? Да? Мы внимательно отслеживаем, оцениваем данную опухоль, опрашиваем владельцев, да, вспоминаем все мельчайшие детали, возможно, сопутствующие проблемы, потому что история болезни и клинический осмотр – это важная составляющая в дифференциации любых кожных поражений, тем более, возможно, неопухолевых объемов, да, чтобы у нас была возможность, например, перенаправить к другому специалисту. На приеме часто из этих объемов мы берем биопсию, да, это так называемый диагностический метод забора либо клеточного состава, да, либо кусочка ткани для последующего исследования, потому что опухоль, понятие опухоли – это достаточно распространенный процесс, да, нам нужно получить морфологический диагноз, чтобы корректно проводить в дальнейшем лечение. Самым основным, да, является тонкоигольная биопсия или экцизионная. Тонкоигольная заключается в отборе клеток для цитологического исследования. Это когда клинический патолог изучает клеточный состав новообразования.
Кусочковая биопсия нам нужна либо для цитологического исследования, да, и для гистологического, когда полноценно оценивают структуру и распространенность опухолевого процесса. Также доктор, то, что пугает часто владельцев, дополнительно, да, назначает какие-то скрининговые обследования. Да, это вызывает негодование, потому что мы пришли с какой-то маленькой шишечкой, да, а нам говорят, что-то нужно еще сдать. Мы должны понимать, что даже маленькая шишечка обладает очень часто агрессивным биологическим поведением на организм. Также мы должны, в принципе, оценить все сопутствующие проблемы, да, чтобы в дальнейшем, опять-таки, при выполнении каких-то лечебных мероприятий не навредить организму. К этим обследованиям, да, чаще всего относятся обследование крови, ультразвуковая диагностика, рентгенография. Реже используются более продвинутые методы диагностики, такие как КТ и МРТ, но они очень часто также необходимы, да, например, для планирования оперативных вмешательств. До сих пор основными методами лечения онкологических заболеваний является хирургическое, да, лечение, это операции, да, это золотой стандарт, но также применяются другие виды, да, например, медикаментозные, специфическая противоопухолевая терапия, облучение, лучевая терапия, фотодинамическая, криотерапия. Но здесь нужно понимать, что есть действительно объемы, которые по морфологическому диагнозу требуют только хирургии, а некоторые объемы, да, более злокачественные, требуют комплексного подхода к лечению, да, и это не является взаимозаменяющими методами лечения, а все-таки взаимодополняющими. И подводя итог, да, давайте не будем наблюдать дома за всеми шишками, мы будем обращаться к специалисту, потому что чаще всего мы тратим драгоценное время питомца, да, время врача, потому что даже злокачественное новообразование на ранних стадиях можно полностью излечить.